Добрый день, меня зовут Роман Филипенко, я являюсь техническим директором компании Time по производству оборудования для квестов. Сегодня я хотел бы рассказать, как устанавливать и припаивать, и монтировать датчики к нашим контроллерам непосредственно уже в процессе установки квеста. Для начала пару вводных слов о том, что контроллер дискретного входа-выхода имеет входные сигналы, имеет выходные сигналы. Входные сигналы — это всевозможные датчики, герконы, кнопки, сенсоры, тач-сенсоры, RFID. Они все крепятся кабелем КММ 20012. Вот этот кабель оптимален по цене и по качеству. С этим кабелем гарантированно все будет работать. Что касается выходных сигналов, то есть нагрузок, они крепятся зачастую кабелем ШВП 20012. 20075. Вот. Его достаточно, он хорошего качества и, опять же, достаточно дешевый. Значит, все лампочки, все магнитные замки, реле, которые коммутируют высокие нагрузки или там невысокие, они все подключаются кабелем такого типа. Ну что ж, сейчас я хотел бы рассказать, как монтировать датчики. Значит, по схеме подключения контроллеров и датчиков вы раскладываете провода и непосредственно занимаетесь монтажом уже на объекте. У вас с одной стороны есть провод КММ. КММ с этой стороны зачищаете, снимаете с него изоляцию и снимаете с него оплеточку. Вот. Это с одной стороны, со стороны, где сенсор. Далее, что нужно сделать? Нам необходимо объединить один из кабелей с нашей оплеткой. Поэтому мы берем и скручиваем, например, зеленый. Вот. Теперь нам необходимо это все спаять. И обрезать лишнее. Потом необходимо взять кабель МГТФ, опять же 20012 идеально для этого подойдет, и припаять его к получившемуся слетку. Хотя с этой стороны это не есть необходимость, на самом деле. Даже изящно будет, если мы сейчас сделаем это все вот так. Мы зачищаем КММ. Далее отрезаем две термоусадочки, чтобы у нас все было аккуратно. Можно здесь с цветами баловаться. Например, возьмем вот эту и беленькая — это сигнальный провод, черненькая — это типа земля. Вот. Здесь у датчиков типа кнопок не имеет значения, куда подключается, где у нее земля, где сигнал. Вот. Если где-то это влияет, у тех устройств, которые они подключены через входные сигналы, то обязательно в схеме это будет указано. Поэтому здесь нет необходимости вчитываться и смотреть. Вот. Спаиваем аккуратненько, параллельно наши проводочки. После этого надеваем термоусадочку. В идеале здесь, конечно, я немножко не сильно аккуратно это делаю, но добиться того, чтобы у нас контакты не замыкались вследствие чего-либо. Это все обжигаем, чтобы оно плотненько усело. Ну и все, вот здесь я гарантирую, что как бы ничего не будет у нас замыкаться. Вот. Но можно как бы еще сверху термоусадочку, чтобы это все красивенько смотрелось. Как бы если вы уже на монтаже непосредственно, то необходимо было заранее вот эту вот
термоусадочку желтую сверху надеть. Поджигаем это все. Ну и вот так вот это все красиво выглядит. Что касается провода со стороны, где у нас непосредственно сам контроллер. Здесь нам тоже необходимо зачистить все. Здесь нам оплетка вот эта, она не понадобится. Поэтому мы ее берем и отрезаем. Под самый корень, чтобы она нам нигде не мешала. Вот, дальше берем, очищаем наши проводочки. Там мы договорились, что зеленый у нас земля, желтый или какой-то типа белый, это у нас сигнал. Вот, берем, снимаем клемму вот эту и вставляем ее в зажимной клеммой согласно нашему правилу, которое мы придумали. Вот. Такая установка датчиков, гарантия того, что не будет никаких наводок, у нас все будет хорошо и качественно. Вот. И так с любым датчиком, который подключается кабелем КММ20012. Вот. Опять же, если где-то в схемах указана какая-то нестандартная ситуация, то там обязательно это будет описано. Вот. Что касается нагрузок, то здесь все просто. Берем провод, у него есть плюс-минус. На контроллере также написано, где у нас плюс, где минус. Есть 12 плюс, это значит коричневый, да? И минус, значит. Вот. Контакты мы вводим. Вот, берем какую-нибудь нагрузочку, я для примера просто возьму эту лампочку, отцеплю ее и прицеплю ее согласно нашей схеме. Здесь я опять же советую термоусадочку использовать, но вот у меня, к сожалению, здесь тоненько не осталось. В общем, вот. Припаивается здесь плюс к плюсу, да. Для магнитного замка не имеет значения, для реле не имеет значения только для светодиодов, для диодных лент. В общем, то, где это имеет значение, непосредственно пишется всегда. Вот. Если же у нас магнитный замок или катушка, там без разницы. Поэтому мы берем, здесь припаиваем, здесь клеммник вкручиваем. Вот, опять же, коричневый плюс, синий минус. Вот. Собственно, вот так вот осуществляется монтаж датчиков в нашей системе. Спасибо за внимание.